Говоря о мужских костюмах, о мужских комплексах одежды, мы должны, конечно, прежде всего сказать о том, что они более единообразные в разных этнокультурных группах. Это связано с несколькими причинами. Ну, во-первых, то, что мужчина вынужден был быть в присутственных местах, заниматься торговлей, посещением ярмарок, а, потом должен был ходить в церковь тоже, значит, вот так, как это было принято. И его костюм мужчины отличался, ну, может быть, в сторону большей модернизации, поскольку включал, значит, рубаху, штаны или порты, пояс обязательно. Вот. Ну и вот здесь в Сибири еще и пиджак. Вот тоже это вызывало удивление переселенцев. Как это так? Мужчины носят пиджаки, как, значит, вот это там у них в Европе ходят только богатые. Вот. Остальные носят суртюки или кафтаны. Кафтаны здесь тоже носили, но мужчины старообрядцы. Если же говорить о костюме челдонов, то он обязательно включал вот, пиджак или суртюк или, значит, кафтан. Вот, ну, и в данном случае тоже речь идет, естественно, о праздничном наряде. Вот, и головной убор, валеная шляпа. Это было, ну, мужчина без шляпы, так же, как и женщина без головного убора, считался неодетым. Да, в церкви нужно было снимать шляпу. Шляпу снимали при входе в дом, там, где образа висели. Вот. Но шляпа вот при выходе на улицу должна была быть тоже обязательной. Причем валяли их сами, такие шляпы, покупали на ярмарках. Это валеные из шерсти. Разной формы они могли быть. Мужчины носили еще и вот долгоушки меховые, но это, естественно, это вот уже межсезонье или зимний период. Уши никогда не завязывали, это считалось недостойно настоящего сибиряка. Вот это ухорство сибирское проявлялось в том, что сибиряки либо, если уж сильно холодно, просто распускали их, и вот они болтались тут, эти завязки, либо поднимали ушки вверх и завязывали их на затылке. И таких фотографий XIX века, начала XX сохранилось немало, чтобы мы могли судить о том, как же одевались мужчины. Ну вот еще тоже шапка-конфедератка, которая называлась «Четыре беды» или «Четыре апостола». Такие шапки с меховым околышем носили старообрядцы. Мужчины носили, как и вот если это челдон мужчина, то надевал тоже на праздники рубаху из кашемира или шелка, вот, поскольку женщины-сибирячки мало вышивали, но они все-таки вышивали. Вышивка была, может быть, не такая мощная, роскошная, как, допустим, у старообрядцев или как у российских переселенцев. Вот, но, тем не менее, все-таки украшали небольшой орнамент по воротнику, ошейнику, по столбцу, который застегивался, значит, слева здесь вот рубаха. Он все-таки, в смысле, орнамент присутствовал. Порты были домотканы, но это в основном, вот, если человек бедный был, или домашняя работа выполнялась. На праздники у мужчин-челдонов тоже были брюки, причем на подтяжках. Но если говорить о конце 19 начале 20 века, об этом говорят нам тоже фотографии того времени, в том числе семейные. Вот. Что касается, значит, старообрядчества, то здесь у мужчин были более вышитые рубахи и нередко из холста. В данном случае вот таким уникальным, что ли, рубахам относятся свадебные рубахи поляков Алтая. Таких рубах сохранилось всего несколько у нас в стране. Это, значит, экземпляры по одному: Барнаульский музей, Новосибирский, Омский краеведческий музей. И несколько экземпляров хранятся в Российском этнографическом музее. Во-первых, эти рубахи имеют вот такие отличительные черты в виде полос красных кумачевых. Это вот на нашей рубахе очень хорошо заметно. Во-вторых, вышивка по левой стороне
рубахи там, где сердце. Вот. И, значит, такие рубахи, они были длинные, почти до колен, и использовались в свадебной обрядности до конца 19 начале 20 века. Вот в 20-е годы уже кто-то из путешественников записывал, что старообрядцы, поляки стесняются их надевать. Хоть они такие яркие, красивые, но стесняются, потому что, значит, ну, молодежи показалось, что это вот уже очень уж архаично, вот, и не соответствует духу времени. Ну, отличие рубах поляцких заключается еще в том, что здесь на левой стороне груди вот такая вот вышивка. Причем она может быть разная. Тоже здесь меандры, ромбы с продолженными сторонами, которые археолог Борис Рыбаков относил к символам плодородия, к символам, изображениям, иконографическим изображениям распаханного или засеянного поля. Ну, что магия плодородия, в общем-то, вот в таком изображении, наверное, ну, понятно в таких вот в свадебных рубахах, да, вот, потому что молодым всегда желали счастья, здоровья, многодетства, большого количества детей, вот. Ну и вот эта фотография, которая начала 19 века, здесь сфотографирован мужчина, который вот одет в такую рубаху. И обратите внимание, она подпоясана с левой стороны, и высокие, значит, сапоги, обутки выше колена. Вот какие должны быть, так сказать, на мужчине одеты. Поэтому, конечно, вот эти рубахи, которые мы относим к свадебным, они льняные, вышитые, восходят и не только к европейскому средневековью, захватывают, но и, значит, мы аналоги находим в Византии, кстати, тоже, вот там 5, 6, 7 века, мы в описаниях костюма Юстиниана, вот в мозаиках византийских мы находим аналоги этим рубахам, но и вот в провинции, значит, в Парфии, в Передней Азии государствах, там, где первые века нашей эры, то есть первые века христианства.